Утро начинается не с кофе, да, кокосики? Это будет просто мега кокосовое видео, потому что я сделаю сама кокосовое масло из кокосов и потом маску для волос. Кстати, очень актуально, сейчас идет снег, а я сижу в машине в шапке и с кокосом. За красоту. Как вкусно. Ай, больно. Ну что ж, достаю мои кокосики. Кстати, вы заметили, что я сегодня в белой майке? Как будто кокосовая мякоть, да? У меня еще коричневые леггинсы, но, впрочем, это не важно. Для приготовления кокосового масла я взяла 3 кокоса. И первым делом, что мы должны сделать с кокосами, это достать из них жидкость. Я буду доставать прямо в себя. То есть я буду жидкость эту выпивать, ну я и сказала. И никаких не надо нам гвоздей, молотков. В кокосе есть 3 дырочки. 2 дырочки поменьше, они чаще всего такие твердые, их нельзя пробить. А 1 дырка вполне себе легко пробивается, то есть так вот прокалывается с помощью какого-то острого предмета. У меня это ножницы, я всегда их использую. Одной острой частью ножниц я прокалываю, делаю дырочку и вставляю туда трубочку. Все. Коктейль наш экзотический готов, и его можно пить. Впрочем, что я и сделаю. Конечно, можно раздать всем своим домочадцам, сказать, вот, выпейте кокосовой воды, но я дома одна, все будет идти в один рот, так что можете мне позавидовать. Следующий. Все одинаково. Вот это 2 дырочки, которые не пробиваются, а вот эта дырочка побольше. Ну, я думаю, что здесь трубочка не влезет. Поэтому можно найти или трубочку поменьше, или же пить прямо из кокоса. Я так делала раньше все время. Только помойте его перед этим. Этот тоже готов. И 3-й кокос. Угадайте, какая дырочка из 3 будет прокалываться? Это или это? Ну, правильный вариант вот это. Трубочка какая толстая. Этот немножко подгнивший. Хорошо, что я взяла 4 кокоса, поэтому буду использовать 4-й, а этот выброшу. Итак, следующий этап, эти кокосы нужно вскрыть. На самом деле я уже на этом, не знаю чего, съела килограмм брокколи. И есть 2 основных способа. Ну, как бы их больше, но я использую эти 2. Первый. Беру пакет, туда кладу кокос, заворачиваю и запоминаю, где у меня попка. Где у меня попка, я как бы помню, где попка у кокоса. Беру молоток, немножко отхожу от попки и начинаю бить по окружности. Вот 3-я часть ближе к попке, вот по этому шву начинаю бить. Я бью где-то 3 раза, потом переворачиваю. И бью дальше по окружности. Переворачиваю. Еще. И уже другой звук. Я слышу, что кокос уже надколот. Ну все. Все готово. Как вы видите, все легко раскололось. Вот видите, как раз возле попки. Тут у кокоса самое слабое место. Попка самое слабое место. Лучше, чтобы было наоборот. Запах такой прям... Запах детства. Обожаю кокос. Мне кажется, что вы смотрите это видео, и вам уже хочется поесть его. И сейчас вам покажу 2-й способ вскрывания. Тот, кто не любит брать в руки молоток или боится, что попадет себе по пальцам, может им воспользоваться. Для него нам опять же нужен пакет. Кладем туда кокос, плотненько заворачиваем и идем на лестничную площадку. Это достаточно громко, поэтому смотрите, чтобы никого не было. И просто боком начинаем бить. Все готово. Следующий этап. Нужно достать эту белую мякоть из кокоса. Я ее буду выковыривать и класть в тарелку.
Делаю это с помощью моего кокосового ножа специально, он такой маленький, им легко доставать копру. Да, кстати, мякоть кокоса называется копра. Я просто вот так вот подколупываю острием вверх и увожу мякоть в сторону. Кстати, я помню, я была маленькая, и мне принесла кокос крестная в подарок. Я его попробовала, и мне он как-то так себе понравился, знаете, я не смогла его много съесть. Он, конечно, такой очень сытный продукт, очень жирный, но, как говорится, со временем вырастаешь, начинаешь любить и маслины, и сыр с плесенью, да, и кокос. Вот, поэтому сейчас кокос я кушаю часто. Вот, смотрите, как раскалывался, интересно, да, как яйцо киндер-сюрприз. Хоп. Эту мякоть можно просто порезать, как будто вы режете какой-то помидор. Кстати, очень вкусно кушать кокос с кофе и с хлебом. Да, попробуйте. Такой черный какой-нибудь хлеб, ржаной. Я уже так хорошо орудую с этим ножом, так достаю хорошо эти штучки кокосовые, что, знаете, мне кажется, что я бы уже могла работать на какой-нибудь ферме в Кот-Ивуар, чистить кокосы. Но нет, я не хочу. Готово? Какой запах, вообще прям тропиками пахнет. Дикой природой. Вот обожаю запах кокоса. Итак, следующий этап. Мы должны очистить кокос, его мякоть от вот этой вот коричневой кожуры. Да. Так, берем и счищаем. Это достаточно такая кропотливая работа, но оно того стоит. Зато у нас будет натуральное кокосовое масло. Представляете? Пока вы это делаете, можно поставить какой-нибудь фильм или включить музыку. Или же ролик на моем канале посмотреть. Да, тоже полезно. Пока я чищу кокос, хочу объявить условия для нового розыгрыша кокосового масла Maldives Dream. Кстати, оно у меня здесь рядышком стоит, все под рукой. А вот оно, если вы забыли, как выглядит. Вы знаете, что на нашу внешность влияют несколько факторов. Это генетика, уход за собой, косметика, разные процедуры. Это правильное полноценное питание и, конечно же, спорт. Так вот, мне будет интересно узнать, каким спортом занимаются мои подписчики. Напишите о своих тренировках, вот, например, за неделю. Что вы делаете, какой вид активности, там танцы, йога и так далее. Распишите, сколько длится ваша тренировка, какие там упражнения. Будет интересно познакомиться со спортивной частью жизни моих подписчиков. Поэтому дерзайте. Также выполните условия в прикрепленном комментарии. И удачи вам! Кстати, эта процедура еще очень полезна тем, что во время того, как мы делаем разные махинации с кокосом, наши руки тоже увлажняются и питаются маслами. У меня уже жирненькие такие ручки. Как звучит. Стройные, жирненькие ручки. Знаете, что я вспомнила? Помню, как раньше была я маленькая, и мама моя приходила с тазиком картошки, садилась перед телевизором и начинала чистить. Я там тоже чем-то занималась рядом. Так вот, время меняется, и теперь я, наверное, буду приходить и чистить тазик кокоса. И мой ребенок запомнит это. Затем скажу, что картошку легче чистить, чем кокос. Кстати, был один смешной случай по поводу вскрытия кокоса. Мы с моей знакомой из универа, с Оксаной, пытались открыть кокос с помощью Mercedes Sprinter. Это такой бусик большой, белый. Завернули кокос в пакет, положили под колесо и наехали. Так вот, это, в общем, один из немногих способов, которые я вам не советую. Потому что у нас получилась какая-то оладка кокосовая. Но мы все равно нашли с ней, что там поесть. Ладно, неважно. Все. Готова моя белая мякоть. Теперь ее нужно помыть, потому что, как вы видите, на так тебе тут всякие коричневые штучки. Сейчас помою, вернусь и будем дальше продолжать. И вот эти вот остатки, я их выбрасывать не буду. Тут целая тарелка очень вкусной штуки. Вообще, тут это самая вкусная штука возле корочки. Вот, я ее высушу и потом буду добавлять там или в каши, или просто так сидеть и есть как чипсы. И следующий этап, нам нужно его взвесить. Взвешиваем кокосик. Так, у меня получилось 565 грамм. Если округлить, то это 600.
Получается, на это количество кокоса мне нужно 600 мл воды, то есть на 100 грамм 100 мл. Я возьму обычную фильтрованную бутилированную воду комнатной температуры. Итак, я сначала буду взбивать кокос вот в блендере, измельчать его. Конечно, можно натереть на терке, но это очень долго и кропотливо. Вот, быстрее в блендере. Перемещаю сюда кокос. Ну вот, отлично. Так, следующий этап. Наливаем воду, 600 мл в кокос. И будем взбивать вот таким уже блендером, чтобы соединить воду с кокосовой стружкой, чтобы кокосовая стружка стала еще меньше и отдала больше жиров в воде. Ну все, хватит. Сейчас будем цедить. Я взяла марлю, сложила ее в 4 ряда. Накрываю тарелку и перехожу к самому ответственному моменту. Сейчас будем цедить всю эту жидкость с мякотью. Это какой-то рай. Получилось, кстати, достаточно много кокосовой стружки, достаточно много кокосового молока. Вот это вот кокосовое молоко, это стружка будет. Стружку, кстати, можно высушить, добавлять ее в десерты. В конце уже можно попросить помощь мужчины, потому что сил просто не хватает. Ну вот, это другое дело. Спасибо. Ничто не заменит силушку мужчины. Приготовила баночку, где-то она у меня 550 мл. Если останется, то я выпью. Да, кстати, что-то я еще не попробовала. Вот я считаю, что обязательный пункт приготовления кокосового масла должен быть такой, что вы отпиваете немножко из тарелки или из банки, потому что это просто какое-то божественное явство, божественный напиток. Вот. Ну, пока я тут все не выпила, надо уже процедить. Я еще накрыла 2 слоями марли, на всякий случай, чтобы убрать лишние кокосовые кусочки. Я кокосовая доярка. Все, я закрыла крышкой и ставлю в холодильник на несколько часов. У нас получится 2 слоя кокосовое масло и внизу будет обезжиренное кокосовое молоко. Все, ставлю в холодильник. Ждем масла и будем делать маску. Масло у меня стояло в холодильнике всю ночь. Я чуть дождалась, на самом деле. И вот что получилось. Сверху масло, снизу кокосовая вода. Блин. Я побью масло палочкой, чтобы его можно было легко процедить. Беру тарелку, накрываю ее марлей и выливаю туда все содержимое банки. Вау. И у нас в марле остается как раз таки кокосовое масло. Девчата, вот как надо пить кокосовое молоко. Вот это я понимаю эстетика. Оно достаточно холодное. Ну, конечно же, из холодильника. Поэтому я его растираю в ладонях и наношу. Конечно же, это не то масло, которое мы покупаем в магазинах. Оно вообще не очищенное. В нем большое количество жидкости. Можно сказать, что это такие плотные кокосовые сливки. Но зато полностью натуральные и очень-очень свежие. Многим кокосовое масло сушит волосы. Тут все индивидуально. Мне, например, оно подходит. Если вам не подходит, то выбирайте себе какие-нибудь другие масла. Например, можете использовать масло ши, авокадо, жожоба. Оливковое масло очень хорошо для волос. Вообще кокосовое масло является проникающим маслом, то есть оно проникает в какие-то повреждения в волоске, заполняет структуру волоса, делает его более сильным. Такой эффект достигается благодаря содержанию лауриновой кислоты. Ее там примерно 50% от общего количества жиров. Также эта кислота обладает антибактериальным, противовоспалительным свойством, поэтому кокосовое масло иногда полезно наносить на кожу головы. Но если же у вас жирная кожа, то я вам не советую наносить на кожу головы. Вы сами понимаете, что жирную кожу лучше очищать или наоборот мазать маслом. Вообще, конечно, кокосовое масло очень полезно для волос, для кожи. И это могут подтвердить 2 девушки из племени Хугуача.
Привет, меня зовут Шиля, и я такая неуловимая из-за волосяной маски. За ней меня не видят ни змеи, ни пантеры. Ой, да ладно уже, она просто всегда была с приветиком. Ой, а что тогда это у тебя? Столбики долголетия? Ха, значит мой приветик дружит с твоим. Но у нас есть кое-что общее. Когда скучно, мы мажем волосы кокосовым маслом. Поэтому они у нас такие сильные. И оставляю маску на волосах минимум на 4 часа. Можно оставить на ночь. Вот, но сейчас у меня утро, поэтому на ночь это сильно будет уже долго. Я оставлю на несколько часов, смою и потом посмотрим на результат. Увидимся. А вот это я понимаю напиток. Как там еще дегустаторы делают. С меня получился бы очень хороший дегустатор, 100%. Опилась уже этой кокосовой воды. Ну, хватит. Ну что, мои волосы наконец-то высохли. Как-то долго я записывала эту маску. Знаете, мне как-то везет. Выключили у меня горячую воду, и я мыла голову в тазике. Почему-то это уже не первый раз происходит именно тогда, когда я делаю маски для волос и записываю видео. Но, несмотря на все равно маска мне понравилась. Мне понравилась она потому, что легко смывается с волос. Знаете, консистенция у вот этого кокосового масла, которое я сделала, не такая жирная, как у обычного покупного масла. И поэтому она легче смывается. И волосы после нее очень мягкие и красиво блестят. Сейчас я вам это покажу. Итак, что касаемо победителя из видео про индийскую косметику с сайта MyIndia. Там было условием написать самый интересный момент вашего лета. И знаете, наверное, у вас не было интересных моментов. В общем, никто не написал такого комментария про самый интересный момент. Были другие комментарии. Поэтому никто пока не получит 1000 рублей на покупку с сайта MyIndia. Но вы можете сейчас перейти на это видео, написать комментарии. И как только там первый человек или несколько человек напишет такие комментарии, то есть про самый интересный момент лета, я выберу этого человека в победителе в следующих роликах. Поэтому участвуйте. Вот если бы был тут интернет, я бы точно подписалась на Поле на Пальме. Поэтому действуйте там, жители вы цивилизации. Ладно, пойду-ка я на пальму за кокосами. Бай-бай! Бай!